Для первой встречи я выбрала тему, которая, как мне казалось, может быть интересной всем, потому что это о любви, и это всех касается, и это о том, в чем мы живем, и это тоже всех касается. Поэтому я назвала свою сегодняшнюю лекцию «Любовь к мелодраме» «Российский случай». В более широком значении слово «мелодрама» употребляется в кино и театральной критике, преимущественно англоязычной. Эти авторы связывают мелодраматизм, появление такой интонации, такого восприятия мира с переживанием его неустойчивости и совершенно справедливо обращают внимание на то, что эта модальность появляется в совершенно определенное время. Она появляется во время французской революции после и далее распространяется по другим европейским культурам. Под мелодрамой я буду понимать мелодраматическую модальность, да? То есть не конкретно жанр, да, а нечто более широкое, некий способ обращения с материалом или восприятием жизни, да, которое мелодрама аккумулирует. Для того, чтобы мне перейти к своему собственному материалу, о котором я хочу рассказать, мне нужно рассказать две довольно сложные, может быть, которые могут показаться сложными, но совершенно необходимые теоретические вещи. Во-первых, это представление, то есть понимание ментальности. Слово «ментальность» из французского языка и французской исторической науки. Я для того, чтобы не мучиться с определениями, воспользуюсь определением, которое предложил Арон Яковлевич Гуревич, известный, да, прекрасный российский медиевист. Итак, ментальности, социально-психологические установки, автоматизмы и привычки сознания, способы видения мира и представления людей, принадлежащих к той или иной социально-культурной общности. В то время как всякого рода теории, доктрины и идеологические конструкции организованы в законченные и продуманные системы, ментальности диффузны, разлиты в культуре и обыденном сознании. По большей части они не осознаются самими людьми, обладающими этим видением мира, проявляясь в их поведении и высказываниях как бы помимо их намерений и воли. Историки, изучая разные другие времена и реконструируя жизнь по разным текстам, выявили то, что люди живут в разных реальностях. И что эти разные реальности связаны с теми типами культур, слово «тип» даже тут слишком строго, да, с теми привычками понимать, любить, выбирать, обмениваться, умирать, хоронить и так далее, да, которые объединяют людей в некие общности. Второе – это то, что эти самые ментальности не приговор, да, они существуют во времени, и мы можем либо соответствовать той или иной ментальности, либо не соответствовать ей, находясь в иных ментальностях. И что очень важно, что разные культуры не совпадают в ментальностях. В общем, достаточно очевидная вещь, что, в общем, как бы разные культуры отличаются по менталитету. Но важно понять, что это не национальный признак, и это, да, а некий, скажем так, территориально-историческо-культурный признак, который существует на определенном времени, в определенном пространстве, имеет начало и, скорее всего, имеет завершение. То, о чем я хочу говорить, а именно о мелодраматической модальности, как мне представляется, это не жанр и не стиль, а ментальность, внутри которой мы находимся. Далее я попробую на примерах показать, как это и почему. И сейчас уже обращусь к тому материалу, которым я обычно занимаюсь. В Слободке Воновой жил детина лет 17, неженатый парень холостой. В одну девушку влюбился, обещался в замуж взять, но он не знал, кого спроситься, кроме сердца своего. Его люди научали: ты спроси сыну отца. Позволь, папенька, жениться, позволь взять, кого люблю. Отец сыну не поверил, что на свете есть любовь. Отвернулся сын, заплакал, отцу слова не сказал, вышел в садик прогуляться прямо к Сашеньке на крыльцо. «Выйди, Сашенька, на крылечко, дай мне ручку, дай мне праву, солевой руки кольцо. Не отдам твое колечко, не отдам свою любовь. Дай мне саблю, дай мне востру, я срублю с плеч голову, ты катись, моя головка, самогучих плеч долой». Все эти формы записываются в большом количестве вариантов. Я приведу в качестве примера другой с другим финалом.
Раскрасоточка девчонка на лужочке гуляла, она гуляла-гуляла, зло коренья копала. Накопала зло коренья, дружка в гости созвала: выпей, выкушай, Ванюша, стакан рому от меня. Выпил, выкушал Ванюша, тяжелехонько вздохнул: ты злодейка-лиходейка, ты сумела наварить, ты сумей-ка-лиходейка мое тело схоронить. Схороню я тело бело среди двух больших дорог между Киевской, Московской, Петербургской столбовой. Другой финал, но обязательно кровавый, да, но здесь, значит, злодейка погубила. Ну и следующий пример, который вам должен быть, я надеюсь, известен. Я так понимаю, что фильм о Чапаеве все узнали, да? И мы видим, что эту песню поют Чапаев и Петька. Все тот же веселый разговор, но здесь сын сам себя зарезает. Вариантов много гибели нашего героя, который вознамерился жениться. Его отравляют, он сам себя убивает. Собственно говоря, коллизия на чем строится? На том, что нужно получить отцовское благословение на брак. И что отсутствие отцовского благословения, да, приводит к трагическим обстоятельствам. То есть вдруг выясняется, что мы опять можем спеть эту песню очень весело и всячески отстранившись, но тем не менее коллизия, которая в ней есть, это коллизия отношений между отцом и сыном, это отношение благословения и подчинения или неповиновения, которое трагично. Если посмотреть на то, как выглядит мир мелодрамы, романса, баллады и прочих, то есть мелодраматической модальности, то он выглядит приблизительно так. Родители стареют, брошенные детьми, не благословляют и не прощают детей. На паперти какого-то храма оборванный нищий стоит, да, ну вот, например, этот сюжет. Дети сироты и не почитают своих родителей. Дальше я могу просто много приводить примеров, да, где все начинается: сироткую я выросла, да, и так далее. Да, много-много текстов. Жены и возлюбленные предают, изменяют, выходят замуж за другого. Мужья и возлюбленные изменяют, бросают, берут в жену другую. Мужчины отказываются от мужской дружбы в пользу личного интереса, предают. Женщины бросают своих детей. И все, каждый страдает от разлуки с предметом своей любви, с возлюбленным, с отчим домом, с детьми и так далее. То есть все не могут жить в разлуке. Всем для того, чтобы жить хорошо, нужно быть вместе с предметом своей любви. Главный грех, который подлежит отмщению и никогда не прощается, это измена, предательство и вероломство. Потому что эти самые грехи, да, эти действия посягают на те самые отношения, которые являются самыми ценными, самыми главными. Да, и исходя, если учесть, что баллада с романсом и мелодрама как бы играют от противного, да, то тогда как выглядит тот мир счастья абсолютного, да, который скрывается, да, который обеспечен этим отношением к жизни. Родители прощают и благословляют. Жены и возлюбленные верны до гроба. Мужья и возлюбленные верны до гроба. Дети почтительны, заботливы и послушны. Мужчины верны своей мужской группе. Женщины честны, в смысле женской и девичьей чести, и верны своему семейному предназначению. И все неразлучны. Собственно говоря, вот если анализировать эти тексты, вот такой идеальный мир, который стоит за страданием баллады. То есть если мы вот убираем страдания, то вырисовывается такой мир. Он очень теплый, ты в нем очень укоренен,
ты защищен бесконечным количеством связей с родителями, которые над тобой, с детьми, которые под тобой, с возлюбленным, который рядом, да, и тебе хорошо, но как только что-то ты из этого набора утрачиваешь, ты немедленно страдаешь в разлуке, как сизый голубочек, который страдает, а потом умирает. Скорее всего, мелодраматическая модальность – это та модальность, в которой мы живем. Скорее всего, мы ее не очень отличаем от реальности. То есть, если, может быть, в экономике, бизнесе, науке и технике мы не мелодраматичны, хотя, с другой стороны, «Выбирай сердцем» и прочие странные, ну, как бы лозунги политической жизни, которые базируются на мелодраматических ходах, да, они, тем не менее, заставляют заподозрить, что мелодраматическая модальность есть и в этом слое жизни. Но то жизнеутверждающее, что я хотела бы сказать, да, это то, что мелодраматическая манера чувствовать, думать и вести себя вошла в русскую жизнь с бедной Лизой Карамзина, несомненно, укрепилась с Дубровским и станционным смотрителем, получила всеобщее признание в «Грозе» Островского и к XX веку стала общей ментальностью нового времени. Но то, что утешает или радует, или я даже не знаю, как сказать, мир, который изображает мелодрамы, романсы, баллады, не равен реальности. То есть не обязательно он может быть таким, потому что мы знаем, когда это началось. Это началось во времена Французской революции. Мы знаем, что мы стали так чувствовать и так думать. Историки показывают, что здесь нет ограничений, да, и никто не сказал, что то, как мы чувствуем и переживаем, то, как мы чувствуем себя жертвой, например, обстоятельств, это единственная форма чувствования. Похоже, что это не так. Спасибо большое.